Добрый день, меня зовут Сергей Витищенко. Я сегодня снова буду рассказывать про головной мозг. Тема сегодня очень интересна и звучит она следующим образом. Существует ли телепатия и телекинез, так называемые паранормальные явления, экстрасенсы и тому подобное? Немножко начну тогда с определения, что же это такое. Телепатия – это чтение мыслей и образов на расстоянии, без обычных органов чувств. А телекинез – это способность перемещать предметы на расстояние силой мысли. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это такое. И часто экстрасенсы, так называемые, они к себе приписывают эти возможности. Ну, в принципе, опять же, если смотреть там в России битву экстрасенсов, мне кажется, там сколько там, 20 сезонов или 25, там каждый из них приписывал себе это. Либо посмотреть там телеканал РЕН-ТВ. Мне кажется, после просмотра 1 часа РЕН-ТВ там не только в это поверишь, там во все что угодно можно поверить. Но нужно разделять это телевидение, шоу, маркетинг, там, заработок, деньги и реальная наука, реальное устройство головного мозга – это кое-что другое. Ну, я тогда сразу же расскажу то, что до сегодняшнего дня и в ближайшее время не предвидится, и ученые уже доказали то, что таких способностей нет, к сожалению, либо к счастью. А теперь приведу 3 доказательства. Первое доказательство, почему таких способностей нет, паранормальных явлений так называемых, это анатомическое доказательство. Дело в том, чтобы передать сигнал из точки А в точке Б, из точки А в точку Б, чтобы как-то повлиять на другого человека, прочитать его мысли, нужен передатчик и приемник. Это как телевидение. Когда мы включаем телевизор, у каждого телевизора есть антенна, где он принимает сигнал, а также есть антенна где-то телерадиовещания, которая транслирует этот сигнал. Либо у каждого телефона есть также антенна, которая принимает сигнал, и также есть спутник, либо какая-то другая антенна, которая стоит там в поле, которая передает, отправляет этот сигнал. То есть тут все понятно. Но в процессе исследования и изучения головного мозга не обнаружилось у нас в голове, в нашем замечательном, очень-очень сложном головном мозге ни передатчика, ни приемника. Теперь доказательство номер 2, почему этих явлений не существует. Это эволюционное доказательство. Дело в том, что в процессе эволюции, если бы у нас были такие возможности, хотя бы у 1 на 1 000 000 человека, эволюция бы расставила все на свои места, и эту способность бы, эти возможности появились бы у каждого человека. Они бы помогли нам вообще выжить как человеческому роду. На самом деле это крутые способности, там, читать мысли на расстоянии, не говорить вслух, там, я не знаю, двигать предметы на расстоянии. Да, это на самом деле это классно. Наверное, многие мечтают об этом, но опять же, эволюция все расставила на свои места. И некоторые говорят, то, что это была мутация, то, что да, в процессе эволюции было очень много мутаций, но опять же, если бы это все-таки было, эволюция бы сделала так, то что это было бы у каждого человека. И сейчас все бы разговаривали не вербально и не невербально, а мыслями, силой мысли. И сейчас все бы ходили в магазин не сами бы, а силой мысли бы доставляли себе продукты из магазина к себе домой в холодильник. Это третье доказательство. И это второе было доказательство. И третье, самое последнее, это физическое доказательство. Дело в том, что для передачи информации необходим какой-то носитель информации. В носителе информации может возникать свет, звук, радиоволны, рентгеновское излучение и так далее. На самом деле их много. И опять же, на сегодняшний день, да и в принципе все уже мозг очень много изучили, такого не нашли именно у нас, чтобы наш мозг транслировал, как-то передавал звуковую волну, световую волну, радиоволны, рентгеновское излучение. Нет у нас такого. Ну, то есть это реальность, с которой нужно смириться, это нужно понять, тут ничего такого страшного нет. То, что есть там фантастика, это у нас телепатия, телекинез, там, экстрасенсы и так далее. А есть настоящая жизнь, настоящая наука, настоящие люди, и каждый человек есть настоящий там головной мозг, у которых, к счастью или к сожалению, нет этих способностей. В принципе, у меня, наверное, все. Кстати, я хотел еще добавить такую мысль. Дело в том, что, наверное, лет 5 назад я попадал в компанию людей, где я общался, в общем, с 2 победителями битвы экстрасенсов в России. Я даже не помню, там, какие сезоны, там, не знаю, 15-й, там, 10-й, это не важно. И я с ними общался, это простые, стандартные люди, у которых житейские проблемы. Один, кстати, из них очень любит играть в покер, и причем он плохо играет и очень-очень редко выигрывает. Это я все говорю к тому, то, что
Наверное, каждый хочет верить в какое-то чудо, в какую-то там сверхспособность и так далее. Но нужно разделять. Есть реальная жизнь, есть реальная наука, есть реальный головной мозг, а есть телевидение, шоу, контракты, заработок, деньги, и это кое-что другое. В принципе, у меня все. В этом видео я в 3 доказательствах попытался объяснить вам то, что таких явлений, как телепатия, телекинез, паранормальные способности, экстрасенсы, это, к сожалению, все из области фантастики, а может даже к счастью. У меня все. Если вам было интересно, поставьте лайк на это видео. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.